Добрый день, Андрей Александрович, Александр Табурчан, Вестник Кавказа. Вы знаете, хотелось бы узнать у вас, как специалиста по этому вопросу, что происходит с русским языком, что с ним происходило на территориях бывших советских республик, Закавказья после распада Советского Союза. Конечно же, стоит сказать, что ареал русского языка в значительной степени в Закавказье в значительной степени уменьшился. Это связано с теми геополитическими процессами, которые происходят в этом регионе. С одной стороны, мы, конечно же, живем на том советском заделе как Советской империи, так и Российской империи, которые позволили многим поколениям людей, которые живут на Южном Кавказе, все-таки воспитываться в лоне русского языка. С другой стороны, последние 20 лет, конечно же, ознаменовались тем, что в регион пришли несколько новых, очень сильных игроков, таких как Америка, Турция, Европейский Союз, вот в целом, как, скажем так, Европа. И Иран в значительной степени в последнее время активизировал свою политику и так далее. Естественно, это не могло сказаться на влиянии русского языка. Мы сейчас приходим к тому, что если старшее поколение еще довольно хорошо или очень хорошо говорит по-русски, то молодое поколение, оно уже во многом, так сказать, забывает русский язык и не имеет желания его изучать. Это вот Армения здесь в определенной степени выглядит неким исключением, да? Хотя, но если мы говорим о Грузии, там эта ситуация повсеместна. Если мы где-то говорим о Азербайджане, там примерно такая же ситуация. И я несколько раз обращал даже внимание, знаете, если ты летишь в самолете из какой-то закавказской страны, и в самолете начинают раздавать декларации, да, для пересечения российской границы. Да, и вот я видел, как ребята, не знаю, азербайджанцы, они не могли заполнить эту декларацию, и они отдавали ее кому-то, чтобы заполнить. Знаете, еще 20 лет назад такая ситуация была невозможна. Невозможно. Это, конечно же, с одной стороны, это проявление каких-то реалий современного мира. С другой стороны, это огромная недоработка нашей страны, скажем так, тем, что у нас отсутствует, в общем-то, серьезная, достойная языковая политика. Понимаете, хуже всего то, что вот эти вещи, те вещи, которые вот мы сейчас наблюдаем с точки зрения вот то, что происходит с русским языком, это скажется не сейчас. Это скажется через 10, через 20, через 30 лет и так далее. Мы теряем собственное пространство. Существует такая фраза, что самая опасная забастовка – это не забастовка шахтеров и не забастовка мусорщиков, да, которые вот сразу видно и там громко стучат касками или там перестает убираться мусор. Самая опасная забастовка – это забастовка учителей. Вот последствия этой забастовки проявятся только через несколько лет, и их последствия будут очень сильными, намного сильнее, чем последствия забастовки шахтера. Вот то, что происходит сейчас вот с русским языком, во многом это, конечно же, некая такая, можно сравнить с забастовкой учителей. Примерно вот так. Андрей Александрович, понятно, чем руководствуется российская элита, когда определяет стратегическую политику в области языка по отношению к закавказским партнерам, но чем руководствуются политические лидеры бывших республик Советского Союза, Грузии, Азербайджана, Армении, когда сокращают русский языковой сектор в образовании, тем самым подрывая свои экономические связи в будущем с северным партнером? С одной стороны, это правильно. С другой стороны, нужно понять, что внешнеполитические ориентиры этих стран, кроме Армении, они все-таки не лежат в российской сфере. Если мы посмотрим на Грузию, нынешняя Грузия – это однозначно американский проект, и там сейчас уже все по-другому. Если там 40 или 30 лет назад Шеварднадзе говорил, что солнце для Грузии всходит с севера, то сейчас мы видим, что, так сказать, это чисто американизированная страна, это люди скорее говорят по-английски, это люди, которые празднуют американские праздники и так далее. И в этом отношении ситуация как раз-таки обратная. Чтобы получить деньги, а опять же не секрет, то, что Грузия живет во многом на дотации, да, это та страна, вот если взять последнее интервью Кахи Бендукидзе, то в «Коммерсанте» Каха Бендукидзе сказал, что из последнего $1 миллиарда, которые Грузия получила в виде дотации, 800 миллионов было потрачено на там дорожное строительство и так далее. То есть это страна, которая во многом живет дотациями.
И эти дотации идут с Запада. Чтобы разговаривать с Западом, Западу не нужен русский язык, Западу нужен английский язык, понимаете. И если посмотреть учебники русского языка, понимаете, это, иной раз грузинские учебники русского языка, там, в частности, один из разделов называется «Говорение». Да, вот говорение по-русски, понимаете, это учебник русского языка для грузинских школ. В Азербайджане ситуация несколько иная. В Азербайджане, естественно, упор делается на, скажем, такое пантюркистское единство, на связь с Турцией, две страны, один народ. И там все-таки, конечно же, упор делается на развитие собственного языка. Азербайджанский и турецкий — это во многом один и тот же язык. Хотя, конечно же, русский язык действительно во многом сохраняется, во многом из-за торговли, из-за диаспоры и так далее. И в этом отношении... Хотя вот у меня тоже складывается большое такое впечатление, что когда разговариваешь, в частности, с азербайджанскими студентами, да, то тоже видишь, что чувствуются у людей некие проблемы в русском языке, хотя нужно понимать, что это студенты, это люди, которые, скажем так, наиболее, образованная, перспективная часть общества. В Армении ситуация, скажем так, с одной стороны, более радостная, более позитивная. С другой стороны, она немножко напрягает, потому что немножко вызывает опасения, потому что некоторые процессы просто непонятны. В частности, непонятный процесс, не до конца понятен процесс прохождения последнего законопроекта о развитии иноязычных школ в Армении. Государство попыталось предложить обществу законопроект, в соответствии с которым в стране должны были открыться школы, на которых преподавание ведется на иностранном языке. Общество это не восприняло, и общество в течение 2 месяцев довольно активно протестовало и, выступало за все-таки развитие армянского языка. С учетом того, что с одной стороны, конечно, это можно понять, сохранение своего языка — это, в общем-то, естественно, прерогатива любого государства. С другой стороны, немножко тревожно, что часть из этих школ должны были быть русскими, да, и получается, как будто Армения отказывается от русского языка. Хотя, действительно, это в действительности не совсем так. Речь идет о, в общем-то, более сбалансированной политике. Спасибо.